Ну что, народ, вот и настал тот день, машина едет обратно в Россию. Я постараюсь поснимать видео, единственное, выложу чуть позже его. Я, вместе с Олей мы подумали, приняли решение, что я ее выгоняю в Россию. Попросил сестру с зятем приехать забрать ее в ближайшей точке России. Вот. Пока что так она будет лучше для нас, удобнее, чтобы она находилась в России. Такая история. А потом я обратно с Владикавказ будет. И я потом с Владикавказа еду обратно. Так что я вам покажу мое путешествие. Наше это я плюс машина. Я еду в Владикавказ, проезжать буду Трабзон, планирую там заночевать, в всяком случае. Забронировали там апартаменты какие-то. Вот. Ну, что-нибудь будет интересное покажу, хотя вот дорога будет сюда вот такая вот. Посмотрим, какая будет погода дальше, потому что, в принципе, там обещают где-то 13 градусов, сейчас у нас за бортом 22. Ну, посмотрим. Такие красоты меня окружают, здесь горы, дорога отличная, 3 полосы туда, 3 обратно. В той стороне море, но его даже не видно, оно сливается. Вот, обычно с небом в такое время. Я пока еще объезжаю Мерсин, потом уеду в горы, поеду к Черноморскому побережью. Ой. Так, вот может, дорожка неровная. Я выезжаю от моря, уже от моря я отъехал, и температура за бортом уже на 2 градуса стала меньше. Было 22, а сейчас 20. В машине-то это незаметно, потому что климат работает, а впереди меня ждут вот такие горы, видите? Это эти не грузинские еще горы, это не, как называется, не военно-грузинская дорога, не Казбек и так далее. Это будет вот турецкие горы в районе Мерсина, Тарсуса. Я помню, что высоко, прям температура достаточно низко опускалась, когда я... Эти места я проезжал уже, когда ехал в эту сторону, но визуально я ничего не помню, потому что я проезжал уже в темное время суток. Сейчас вот я еду и все это первый раз, так сказать, на свету все это разглядываю. Много грузовиков, по-прежнему вот 3 полосы идут в гору, подъем в гору идет постоянно, дорога заворачивает лево-право, но подъем все время 3 полосы идет. Места для отдыха проезжаю я, очередной сейчас проехал. Так что... А вон горы впереди белые, присыпанные снегом. Посмотрим, будет ли он снег на моем пути. Так вот, визуально снег здесь тоже есть. Ладно, немножко поснимал. Красивые такие места, горы интересные. Камень такой какой-то интересный, и рыжий, и серый, из которых горы состоят. Температура за бортом продолжает падать, она после 20 резко 19, 17, прям на 1 километре упала. И впереди все чаще виднеются белые вершины. Вон, видите, белый снег. И здесь тоже, и здесь. Класс. Смотрится красиво. И постоянно идет набор высоты, идешь, набираю высоту, двигатель, грузовые машины прям еле так едут, не спеша. Вот видите, здесь снег. Классно. Красиво, какая-то долина, или как это назвать, место. Красота. Только проговорил про температуру, она еще на 1 градус уменьшилась, стало 16 за бортом, а горы все больше и больше радуют красотой. Величественные такие сооружения, природные, очень красиво. Так, что-то нам здесь написали 70, бросим скорость, не знаем зачем. Класс вообще. Тут какой-то городочек небольшой, название я не успел, честно говоря, заметить, вероятно, из-за того, что мы городок проезжаем, нам уменьшили скорость, так сказать, разрешенную. Классно. Сейчас за бортом 16 градусов, а
на побережье, где сейчас я из дома выезжал, был 22. Я думаю, что сейчас еще будет жарче, потому что время 10 утра. И еще в течение дня температура, так, извиняюсь, что наклонил вас немного, температура будет повышаться там дома, потому что последние дни прям очень тепло. Ну, посмотрим. Вот, а мы едем в сторону Черного моря. Температура, я думаю, так и будет всегда невысокая, ниже, чем там, на том побережье. Спуск пошел, а горы все ближе и ближе. Классно. Так, 90 говорят легковым, 50 грузовым. Пошел спуск, мы долго сейчас поднимались, сейчас долго спускаться будем, видимо. Но это место, кстати, я не очень помню, вот когда мы сюда ехали. Навигатор ведет по той же самой дороге, я убедился, уже посмотрел, проверил. Но вот то, что ночью здесь ничего не видно было, и мне казалось все однообразно темным, однообразно, как-то я все время в гору ехал, а потом все время с горы. И вот сейчас я немножко в гору поднялся, теперь вот с горы спускаюсь. Так, ну, елочки-иголочки остались, горы попрятались. А вот уловитель справа, видите, вот это справа, рампа так называемая. То есть грузовик, если теряется торможение, ну, не может тормозить, он туда заезжает наверх. И там просто, ну, в силу того, что подъем идет, просто останавливается. И обратно он, даже если съезжает, то очень сильно потеряв скорость. Их таких тут очень много, в таких опасных местах их постоянно ставят. Рампы их, да, их называются они. Здесь, когда мы ехали в 2019 году, мы тоже такие штуки увидали и были удивлены, не понимали, что это, пока не разобрались. А вот грузовики, видите, в подъем навстречу едут не спеша, хотя вот этот вот один другого обгоняет. Ну да ладно. Ладно, вот опять появились горы. Ну, пока горы. Ближайший крупный населенный пункт, который у меня будет встречаться, будет называться Нииде. Описаться как нигде. Так что будем в нигде, покажу. Я проезжал его, достаточно большой город. Единственное, он в стороне остается, слева, по-моему. Вот, сейчас вот по моей дороге. Попробуем показать, что там интересно. Температура продолжает опускаться, за бортом уже 15 градусов, а горы вот они все продолжают окружать, так сказать, своей красотой. Я еду в сторону Нииде, Анкара. Я, честно говоря, не очень понимаю, на платной ли дороге я нахожусь или бесплатная она. Никаких дополнительных знаков, сообщающих о том, что она платная, я не наблюдаю. Вот. Но с другой стороны, я ехал по платной и вот свернул на платную. Так что у меня есть наклеечка специальная, здесь вот приклеена она за зеркалом на лобовом стекле. И с нее будут списываться деньги, которые туда я положил. Если что-то не будет хватать, то я в конце, перед выездом в Грузию, я заеду и оплачу на почте все задолженности какие-то у меня возникнут в связи с этим. А так я, короче, продолжаю свое движение. Красота. Не знаю, мне очень нравится город. Вот очередные места отдыха пошли. Надо тоже где-нибудь будет запланировать остановку с заправкой бензином, так сказать. Оно всегда место отдыха, бензин там всегда, заправка нарисована. Иногда бывают какие-то еще дополнительные там автомойки там и так далее. Я таких много проехал, когда ехал когда я сюда ехал, в эту сторону. Хорошие места такие, красивые, удобные, богатые. Подобные есть и в Грузии. Я постараюсь и в Грузии показать. Там мы, когда ехали в сторону Турции в прошлый раз, мы проскочили такую парковку, а на обратном пути заехали. И я вот не помню, мы выкладывали это на обратном пути, это место отдыха. Она большое, перед тоннелем, кажется, или перед тоннелем. Будет со стороны, когда едешь. Гляньте, как сделали, чтобы камни не сыпались сверху, взяли, сделали здесь крышу. Когда едешь со стороны Кутаиси, едешь в сторону Тбилиси, вот проезжаешь тоннель такой огромный, вот такой там один, и вот перед ним находится это место отдыха. А горы вот такие пошли, видите, серый камень вокруг.
классно. И машин, обратите внимание, ни навстречу, ни я никого не догоняю, не обгоняю. Тихо, спокойно, свободно. И 3 полосы. Я напомню, мы в горах едем, и 3 полосы туда, 3 обратно. Очень удобно, в этом смысле прям классно. А температура вот 15 градусов, время 10 часов утра. Мне где-то часов 8 мне говорит навигатор, что я буду в Трабзоне. Ну, цифра хорошая. Хорошо, если я именно так и получится. Скорее всего, чуть-чуть позже, пока буду заправляться, пока туда-сюда, видно будет. Ладно, еду, тут какие-то вот КГМ, вот надписи вверху, это означает, это управляющая компания, и вот наклейка на этом сооружении тоже. Это компания, которая управляет этими платными трассами в Турции, не всеми, но какой-то частью. Вот. Вероятно, все-таки, что это платная дорога. Вот ограничение 70, сейчас не знаю почему. Вот такие тоже таблички выскакивают. Единственное, что они таблички выскакивают, при этом никаких контролирующих устройств не стоит здесь. Я вот сколько обращал внимание и смотрел, и обращал внимание на турецких водителей. Никто скорость не сбрасывает, продолжает ехать так же. Это знак, просто знак внимания, по сути. 70 здесь знак внимания, не больше. Так, а вот тут что-то интересно получается. Я еду поверху, а внизу еще какая-то дорога проходит. А вон там левее еще одна дорога проходит. Очень интересно. Не знаю, как так получается. Ну, еду. Я еду все правильно. Мой навигатор говорит, что я не ошибаюсь. Ладно, я походу заезжаю в очередной такой просто крытое какое-то сооружение, а потом тоннель впереди. В тоннель надо быть повнимательнее, поэтому выключу камеру. Вот здесь пишут 638 метров этот тоннель будет. Так, горы только было начали кончаться и пошли новые. Это вот я показал то, что я до этого поднимался, а впереди уже новые подъемы. Ой, еще ехать долго. Температура немножко прибавилась. Даже 19 градусов было за бортом. Сейчас 17. Но впереди вот видны тоже заснеженные вершины. Сейчас я поднимусь еще немножко по дороге, и вы тоже увидите это. Видите, слева тоже. И там вот вдалеке тоже снегу вершина. Места отдыха тоже попадаются. Даже в горах попадались места отдыха. Первый раз видел место отдыха без заправки. Просто место, где остановиться можно. Даже удивили. Тут какая-то платная дорога ответвляется в ту сторону. Там стоят турникеты. Вот подо мной она проходит. Не знаю, куда она ведет. Мне навигатор говорит, что я еду правильно. Вот нигде мое направление. 46 километров до него. Да, и навигатор говорит, что где-то там будет поворот куда-то правее, на Кейсери. Кейсери. Вот они тут снежные вершины, тут их несколько таких. Не очень высокие горы, да, но зато красиво, в принципе. Классно. Не знаю, наша семья очень любит горы. Такую вот долину заехал. Я еду по долине. Слева горы. Там тоже вдалеке плохо видно, но такие заснеженные макушки. Здесь тоже справа горы. Вот за этим холмом, но это небольшое, в принципе, гора, горой не назовешь даже. Тоже такие снежные горы. И впереди вон тоже снежные горы. А я еду вот туда, в нигде, видите. Мне еще ехать 33 километра до этого города, а потом я куда-то завернул. Пока навигатор мне еще так не информирует, в какую сторону. По-моему, направо. Красиво. Дорога вот продолжается, видите, 3 полосы. Очень удобно, классно. Сейчас проехал, можно сказать, я уже город нигде. Вот он с правой стороны от меня, вот тут перед горой, перед заснеженной лежит. У него получается знак, сообщение об этом городе уже после того, как его проезжаешь. С той стороны наоборот, когда едешь со стороны Анкары. Где-то я вот сейчас буду заворачивать скоро уже. Навигатор пока молчит, но 6 километров осталось мне до поворота. По карте написано Невшехир, а потом Кайсери. Я ни там не был.
посмотрим, что там интересного. Вот на трассе такие вот снежинки попадаются, знаки со снежинками. И типа дорога скользкая. Но сколько ехал, ни одной капельки снега, так сказать, не упало, не было на дороге. Отлично. Только в одном месте было где-то на каком-то перевале. Кстати, справа тоже гора, смотрите, какая снежная. В одном месте был сильный ветер. И здесь такие стоят штучки. Если будут, еще раз покажу. То есть столбик, и на нем такой, как колпак этот, клоунский этот, или буратиновский. Как такие стоят в этих, на аэродромах обычно, которые фиксируют ветер. Здесь такие тоже стоят вдоль трассы, чтобы показывать, какой сейчас ветер на направление его. Там уже еще. Вот как тут ужигают машины. Вот такие горы здесь. Рядом с нигде красивые горы находятся. И температура сейчас 18 градусов. В принципе, достаточно тепло за бортом. Вот. Хотя горы совсем рядом и должно быть попрохладнее. Движемся вперед. Через 3 километра. Свернул я с трехполосной дороги на двухполосную. Немножко она такая вот шумная какая-то пошла. Ну, ехать можно, 50 пишут, но ехать вполне хорошо. И 100 еду я по ней нормально. Первый раз мне жандармы остановили. Кроме кимляка ничего не проверили больше. Вот. Ну, поскольку если бы я только въехал, то у меня был бы только... Они бы проверяли мой загранпаспорт. А так проверяли только кимлик. Вот. Кстати, городочек, где они стояли, назывался Конаклы. Мы, кстати, в каком-то году, в 14-м, кажется, с Олей и Олегом втроем тоже были в Конаклы, только рядом с Аланией. А это Конаклы рядом с Нииде. Вот. Едем дальше. Дорога хорошая, заправок много. Горы, но здесь уже горы такие менее снежные. И вот эти подъемы такие. А это такие вот макушечки интересные. Такое ощущение, что здесь, наверное, землетрясения были такие вот, где горы есть, где гор нету. Такие вот большие пробелы между горами. Ну, может быть, их так за много веков, веков ветром, дождем вымыло, не знаю. И, кстати, очень много деревьев, обратите внимание, без листвы. Нет хвойных, а все остальные без листвы. Еще рано здесь. За окном плюс 20, тепло, комфортно. Ехать мне еще очень долго, 8,5 часов. Только в 8 вечера я буду на месте. Едем, смотрим по сторонам. Трабзон на берегу Черного моря. Может быть, даже получится к Черному морю пойти сходить, выйти, так сказать. Ладно. Здесь вот обещают, что коровки могут перебежать дорогу. Ну, в принципе, пока такого не случалось. Вот они, эти горы такие интересные здесь. Как будто какие-то макушки остались, а это все подрассыпалось. Или такой сам вот этот горная порода такая, что ее ветром размело, растащило и так далее. Ладно, едем дальше. В принципе, сказать, что грустно, нельзя. Достаточно комфортная дорога, без каких-то странных поворотов, без странных чего-то. Эти вот жандармы, которые стояли, которые проверяли. Кстати, им было неинтересно ни мои права, ни мои документы на автомобиль, ни мои доверенности, ни мои страховки. Им ничего не было интересно. Они только кимлик проверили и все. И тем более им не были интересны мои деньги. Просто проверили, простоял где-то я минут полторы, может быть, может 2, и поехал дальше. Так что едем в направлении Кайсери. Нам обещает навигатор ехать километров еще 80. Потом дорога должна вильнуть влево. Посмотрим. Вот сейчас пошел спуск с горы. Классно. И тоже горы, видите, впереди все в снегу, они красивые. Но к тем горам, я не знаю, наверное, я не подъеду, хотя бог его знает. Классно. Скоростные спуски с горы. Прикольно. Ладно, надо рулить. Смотрите, как красиво справа. Горы прям заснеженные, высокие. Хорошо, что я мимо них, скорее всего, ехать не буду. Я сейчас должен левее уходить чуть-чуть. Ну, красиво.
Ладно, впереди камера, я спрячусь. Выехал я где-то 8:30 примерно, сейчас 12:05, остановился заправиться, 350 километров я уже проехал. Заправился на Опете 20,03 литр. 95-го здесь на 520 лир. 520 лир заплатил. Вот, погнал дальше. Я думаю, что мне еще раз придется в Турции заправляться, мне не хватит до границы. В Грузии вроде как дешевле бензин, но это как вроде как, ну плюс-минус все равно стоит денег. А сзади смотрите какие горы. Горы здесь такие, а там вот дальше снежные. Но я поехал. У меня скоро Кайсери, вот через буквально сколько-то километров будет, в общем, поворот направо, и погоню я в сторону Трабзона дальше. Вот. Опять 3 полосы пошло, а так 2 полосы, ну хорошая дорога, с ограничения скорости нету, и вот справа здесь идет уже дорожная какая-то линия. Уже дорожная линия, остановочки встречаются такие пассажирские, одна колея только. Может, и на станциях можно разъезжаться, я не знаю. Вот, я сейчас проехал городок Инджусу. Какой-то Инджу, не знаю, как переводится, Су, вода, ну, в общем, какие-то воды. Проезжаем минеральные воды. Дышите глубже. Получается, чуть дороже бензин здесь. Я там 19,99 где-то встречал, 95-й бензин, а сейчас заправился по 20,03. Небольшая разница, но все-таки. Ну все, продолжаем ехать. В принципе, погода сейчас за окном плюс 18, я показал. Вот. Комфортная погода и для машины, и для меня тоже. Я, ну, туда вот выскочил сейчас в кофте, в простой, как бы, спортивном куртке. Не холодно, не жарко. Если окна открывал, что-то нос забарахлил. Но у меня, как всегда, нормальным состоянием можно засчитать. Ладно, едем. Я проехал к Кайсери, который окружен горами со всех сторон. Город. Я даже его не заехал, по-моему, я просто объехал по каким-то этим, по краешкам его. Но вокруг него горы, и я уже от него уехал. Еду дальше, в сторону городка Сивас, так написано было. И меня вот опять горы встречают, видите, какие снежные. Классно. Я не знаю, я к ним подъеду или как это будет. В общем, еду я в ту сторону. Дорога вроде как чуть-чуть левее уходит. Возможно, что на мне эти горы не встретятся. Но и я по прогнозам не встречал, что у меня было бы что-то такое снежное, затяжное. Едем. Сейчас проехали в магазин, который продает эти мангалы на балконы. Здесь такие ставят. Фырын по-турецки, печи, мангалы. Класс. Вот они горы. Так, а я чуть-чуть влево дорога уходит. Не знаю, куда потом, а сейчас влево. Класс. Не знаю, всю дорогу наслаждаюсь видами. Температура 19 градусов. Извиняюсь, шумит ветер, открыл я немножко люк. Жарко. На улице 23-22 градуса, тепло. Дорога шикарная, широкая, прямая, как струна. Сейчас вот немножко вилюшка небольшая, а перед этим была просто идеально прямая. Тоже вокруг, ну, даже не горы, а такие небольшие холмы. Классно. Ветер шумит. Красота. Горы продолжаются. Горы, косогоры. Я совсем открыл люк. Мне уже прям очень жарко. За окном где-то 23 градуса. Теплынь, красота. А по той стороне, с правой стороны, идут опять горы. Смотрите, какие там вот. Плохо видно, да? Это такой туман небольшой. Туман, или как это назвать? Дымки. Видите, вот в снегу стоят горы. Вот здесь вот, видите, прям все белое такое. То есть это не ближний ряд гор, а вот следующий. Вот. Посмотрим, что нас еще там впереди ждет.
Классно. Люк открыл, прям как сижу. А вот с левой стороны, видите, стоят блоки. Блоки стоят электросолнечную энергию, короче, они производят. Не знаю, куда потом одевается, но вот такая вот. Таких блоков уже очень много я встретил. А мне вот сейчас дорога куда-то издевается. Сейчас постараемся повернуть в нужном направлении. Так, мне надо завернуть. Ага. Чуть дальше. Окей. Ну ладно, сейчас, короче, едем дальше. Опять какой-то поворот крутой.